Всем привет! В прошлом уроке мы раздали наше фронтенд-приложение с нашего бэкенда. А в этом уроке давайте сделаем так, чтобы еще и envy нашего фронтенд-приложения определили самим бэкендом. В частности, почти для всех этих переменных это не важно, но вот у нас есть void-rpc backend URL, и именно бэкенд его по-хорошему знает. Да, и хорошо бы, чтобы бэкенд его и определял. Ну, а все остальные пускай он определяет до кучи. Ну, и кроме того, у нас все-таки раздается теперь приложение бэкэндом, наше фронтендовое, и, соответственно, envy сами по себе сюда не подтянутся. Нам теперь нужно написать и эту обертку, эту функциональность. Давайте приступим. Для этого предлагаю сделать следующее. Во-первых, у нас сейчас в void-config.ts файле есть функция, ну, еще не функция, да, но способ для получения публичных envов из списка вообще всех envов. Вот. И теперь нам нужно эти envy также как-то получать из бэкэнда. Тоже именно те, которые вайтовские, и именно их прокидывать. В связи с этим давайте вынесем это в отдельную функцию, которую используем здесь, за место вот этого кода, а также потом используем эту функцию в бэкэнде. Так, в папке lib в webApp создадим файл. Создадим файл parsepublicenv.ts. Содержимое будет следующее. По большому счету просто копируем старый код. Вот сейчас это вот так. Но это полностью то же самое. Вот единственное, что нужно в нее теперь передавать env, и она будет нам это возвращать. В остальном один в один. Теперь мы можем ее импортировать и применить. Parse public. Так, он пока этого не видит. Хорошо. Import parse public env, и передаем сюда эти envy. Смотрите, он сейчас на нас ругается. Вот говорит, что он его не находит, потому что вот поведение этого TS-файла определяет не вот это наш TS-конфиг, который смотрит в SRC, а TS-конфиг node. А он знает только про сам вот этот файл. И в связи с этим нам нужно ему сообщить о существовании еще одного файла. Давайте сообщим ему, что этот файл есть. Ну, именно его укажем, не будем ему указывать многое. Так, хорошо, все. И теперь он не ругается. То, что нужно было сделать на фронтенде на этом этапе, мы сделали. А теперь давайте сходим в наш бэкэнд и поправим файл env.ts. Хорошо, какая затея у нас здесь? Нам нужно теперь сделать так, чтобы в нашем процесс env оказались не только env бэкэнда, да, из файлика .env или там .env-test, но еще и из файлов webapp.env, да. Вот давайте и видоизменим то, что у нас есть. Новый код получится вот таким. Сейчас мы его разберем. Вот эта функция find-env-file-path стала принимать path part. Что за path part? Раньше у нас был захардкожен, да, мы можем подглядеть. Раньше мы здесь принудительно искали .env. Но теперь мы будем искать именно env в нужной нам папке. В webapp.env или в backend.env. Хорошо. Ну и здесь просто это разделяем. Ищем фронтендовский env-файл. Если его находим, то пробрасываем его сюда, а также для отдельного node env. И все туда попадает. Потом берем бэкэндовские и ими перетираем то, что можно перетереть. Все, таким образом мы это создали. Сам zot-env нам менять не надо, потому что в рантайме бэкэнда переменные фронтенда мы использовать не будем. Нам сейчас важно было только, чтобы это попало в процесс env. Валидировать само наличие нужных переменных у нас по-прежнему будет фронтенд. Так, теперь мы можем перейти в наш серв webapp и добавить следующее. Во-первых, давайте добудем наши публичные env-переменные. Для этого вызовем следующее.
public env мы импортируем с фронтенда. У нас уже все готово для того, чтобы импортировать. Так, импортируем. На процесс env нам ругаются, но именно здесь мы разрешаем ESLint это делать. Хорошо. Все, мы получили наш public env. Мы можем его даже вывести в консоль лог. Давайте посмотрим, что у нас сейчас здесь. Консоль лог, public end. Так, сохраняем. Открываем backend. Все, и он нам вывел. Да, все нормально. Node.env, host.env, source version и то, что имеет переписку white. Мы именно этого и добивались. А вот теперь нам нужно как-то их передать в наш фронтенд. И тут затея такая. Вот мы идем в наш индекс HTML-файл, в его, скажем так, шаблон, и готовим здесь место, в которое мы вставим эти env-переменные. Смотрите, мы в head вставляем вот такую конструкцию. Скрипт. Window — это глобальный объект в браузере. Вот. И мы говорим, что у нас будет глобальная переменная web app env from backend. И здесь ставим вот такую вот конструкцию. Replace me with public env, true. Хорошо. Сейчас поймете, какой дальше план. Все, мы это вставили. Теперь мы хотим на бэкэнде эту строку заменить на нужные нам env. Делаем следующим образом. Так. Смотрите, что получилось. HTML source с env-переменными. Его мы и будем потом раздавать. Так, его мы и будем раздавать. А в чем он заключается? Мы взяли обычный HTML и заменили там вот эту строку, да, буквально вот эту строку на JSON, сделанный из public env. Ну, а вот это вот просто JSON нужно передать, чтобы он там аккуратно это вывел. Вот, ну, это значит, что мы не подменяем никакие там значения, а 2 — это количество табов. Все, мы сделали это таким образом. Ну и можем вывести наш HTML source, чтобы на него подглядеть вот здесь. Во-первых, можем подглядеть здесь и увидеть, что у нас ничего не произошло. Мы не видим здесь env переменных, потому что мы раздаем сбилженный фронтенд. Вот, поэтому надо его еще сбилдить, чтобы увидеть, что у нас поменялось. Билдим фронтенд. Хорошо, ждем. Так, хорошо. Перезапустим бэкэнд. Так, и вот видим. У нас window, web app and from backend — это вот такой вот просто объект. И теперь, что логично, во фронтенде мы, обратившись к этой глобальной переменной, сможем там тоже получить этот объект. Поэтому удаляем этот консоль лог и идем в наш web app env.ts. Вот. И раньше мы парсили все из процесса env. А в процесс env это попадало к нам из white config. И оно пускай продолжает попадать из white config, потому что во время разработки мы раздаем не с бэкэнда, и нам все равно env-переменные нужны из white config. Но если мы раздаем в продакшн-версии, то нам нужно брать эти env-переменные из этого объекта. Вот давайте с этим и поработаем. В конечном счете получится следующее. Так. Вот это мы заменим на вот это. Говорим env from backend. Говорим, что у нас есть window, он там может на него поругаться, поэтому говорим is any. Если мы уберем, он может сказать, что там нет такой глобальной переменной. Вот, но мы-то знаем, что он там может быть. Хорошо. Все, мы забрали эти env from backend. И дальше следующее. Если env from backend имеет в себе ключ replace me with public env. В каком случае он может это иметь? Если мы находимся в def-режиме. В def-режиме у нас здесь будет храниться вот это. Правильно? То есть, если мы это видим, то значит мы в def-режиме. Соответственно, мы берем env из процесса env. Если мы там этой строки не видим, значит эти env пришли с бэкэнда, и там сейчас настоящий объект с env'ами. И поэтому мы именно его и парсим. И у нас это все попадает в env. Вот такая вот затея. Давайте проверим. Так. Идем на нашу страничку. Сейчас мы в def-режиме. И давайте выведем в консоль какую-нибудь env.
консоль log. Какая у нас там есть незначительная env, которую мы можем походить и поменять? Ну вот давайте source version. Сейчас мы сделали source version 1.2.3.4.1. Сохраняем и выводим source version. Ага. Так, и в частности наблюдаем. У нас source version 1.2.3.4.1, то есть она нормально взялась, но откуда она взялась? Мы видим, что здесь у нас не подменялось, но логично, значит, она точно взялась не отсюда, значит, она взялась из env.env файля. Хорошо. Так, давайте ее вернем. В принципе, не было даже смысла ее менять. А теперь давайте сбилдим наш WebApp, потому что мы там добавили изменения, надо еще раз билдить. Так, билдим наш WebApp. Из бэкэнда его запросим. Сейчас дождемся. Сбилдили. Так, откроем наш фронтенд через бэкэнд. Не на 8000 порту, а на 3000. У нас все сломалось, да? Ага. Так, что-то поломали. Надо чинить. Давайте посмотрим, что у нас Surf Web App выдает. Находит ли он здесь нормальный HTML source? Нормальный HTML source. А нормально ли он там заменяет env? Нормально он заменяет env. А почему он тогда не работает? Что-то тупанул. Ладно, все работает, оказывается. Так, и смотрим опять в консоль. У нас здесь выводится 1, 2, 3. Но если мы посмотрим на исходный код, уже на 3000 порту, мы увидим, что у нас здесь все куда надо подставилось. Ну что ж, и получается, таким образом нам удалось то, что мы и хотели. Мы теперь env во фронтенд в продакшн режиме передаем с бэкэнда. И можем переходить к деплою на Heroku и раздавать все с одного процесса. Все, всем спасибо. Следующий урок будет очень сложный и занимательный, но очень полезный. До скорого. Рано радуемся, простите, мы забыли поработать над shared env переменными. Он-то у нас ожидает, что у нас все лежит в процесс env, а у нас сейчас в WebApp не все лежит в процесс env. Вот, и нам по-хорошему здесь тоже нужно выставить соответствующие конструкции. Давайте выставлять их следующим образом. То есть нам опять же и здесь нужно сделать проверку, откуда нам брать эти переменные. Из Windows, из process env или из process env backend, или из process env frontend. И поэтому здесь корректировка будет следующая. Добавляем вот такой код. Сейчас. А старый меняем на следующий. То есть, во-первых, мы знаем здесь, что есть определенный паттерн. Нам нужно либо с white, либо без white, но называется она одинаково. Это у нас такая договоренность. Поэтому здесь мы можем, в принципе, прописать helper. Да? Пишем оригинальное название, а оно пускай само там вычисляет. Как оно вычисляет? Вот, оно берет и идет, смотрит, у нас есть window end. Мы его сразу подставляем. Существует ли оно? Type of WebApp end from backend. Если оно вообще задефайнено и существует такое, то используем его. Если ее не существует по каким-то причинам, да, она, например, у нас на бэкэнде. Хорошо? Вот, то тогда мы вернем здесь пустой объект. И get shared env variable. Ищем window env с припиской white, потому что там может быть у нас только white'овская. Да? Потом ищем в process env с припиской white и в process env без приписки white. Да, я, в принципе, сейчас подумал, у нас же есть здесь такие env-переменные, принципиально этих переменных это не касается, они все идут с припиской white. Ну, а раз их это и не касается, то, наверное, ничего не надо редактировать. Чисто технически можно было бы дописать и вот так вот. Можно на будущее, в принципе, это и оставить. И в Windows искать вот так вот. Что вдруг нам здесь понадобится какой-нибудь source version потом именно в шардах. Ну, хорошо, пусть будет лучше перебдеть, чем недобдеть. Хорошо, мы вот так вот это сделали.
И теперь у нас и shard переменные тоже указаны. Все, отлично. Теперь точно можем радоваться и переходить к деплою. Всем спасибо. До скорого.